Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Сегодня я беру вот ту же самую колоду, что и в прошлом раскладе, я ею тоже пользовалась, но я посмотрела на нового мужчину в вашей жизни, да, и там присутствовал еще и мужчина из прошлого, и какая-то вот эта пиковая дама. Вот мне захотелось сделать еще один расклад. Вот этот точно небольшой, надеюсь, будет, но очень хочется посмотреть, и я почему-то почувствовала, что вот вы тоже хотели бы это посмотреть. Была ли на вас с человеком из прошлого, с мужчиной, да, порча, магия, приворот, отворот, какая-то вот что-то плохое было ли на вас сделано? Вот именно вы и мужчина из прошлого. Вот такой расклад. Я думаю, случайности не случайны. Даже это видео не случайно. Поэтому смотрим. Может быть, действительно что-то надо сделать, чтобы уже отрезать. Либо понять, да, что да, она была, либо да, ее не было. И я заслуживаю счастья. Вы заслуживаете счастья. Поэтому маленький вопросик разберем. Вот. Может быть, он и большой, но покороче, думаю. Была ли на вас с мужчиной из прошлого, да, магия? А может и не из прошлого, может быть мужчина и сейчас где-то рядышком с вами, но что-то может быть не так в отношениях, и вас это смущает. Все. Так, давайте я найду здесь пиковую даму, и короля берем. Ну, так как расклад общий, я возьму червового все-таки короля. Хотя возьмем трифового короля. Так, еще потасую. Трифовый король. Это мужчина из прошлого, либо настоящего, но у вас проблемы. Вот. И пиковую, да, тоже достану. Так, все. Теперь давайте трифовая, пиковый. Трифовая. Так, эта дама нам не надо. Где же вы там в конце забились, а? Вы посмотрите, не хотят, держатся. Вот он, трифовый король, семья и какие-то, сейчас я скажу. Неспокойно, действительно, на него так и идет, как и в прошлом раскладе. Вот эта пятерка. Вот она там была, на мужчину из прошлого. И здесь она выходит. Значит, одно к одному. Расклад четкий. Неспокойная любовь, сомнения были, печаль была, разочарование, какие-то разногласия. Они и будут вас тоже вот ранить. У вас с ним была семья, либо были планы на семью. Но вот такое вот. У него есть родственные связи с человеком, который воспитал его. Ну, это мама, да? Да, это мама. Вот его. Есть такое. Переживает за маму, это тоже есть. Но мама... Такое впечатление, что мама его... сердилась на него за что-то. Ладно, посмотрим. Человек на сегодняшний день, он больше другом может быть, чем мужем вашим. Вот серьезно. Еще раз скажу, если все-таки вы хотите быть с ним, с этим человеком из прошлого, либо с ним вот сейчас у вас тяжелые отношения, вот, и вам хочется исправить, да, вы исправите, но вам кое к чему нужно привыкнуть вот на всю жизнь будет. Что он всегда будет говорить о своих родственниках, он всегда будет участвовать в их жизни, и чтобы они тоже участвовали в его, на связи, на телефоне постоянно. Если вам это подходит, ну хорошо, вот, но будут с ним и сомнения, будут с ним и разногласия в каких-то моментах и разочарования. Вот, они потом будут сменяться какими-то, прости меня, но опять будет потом повторяться. Да, вы будете с ним печалиться и радоваться, вот, в какие-то моменты. Любовь неспокойная будет.
уверенности не будет на все 100%. А так, в принципе, червовые карты выходят, если вы хотите быть с ним. Так. Вот она, дама. Дорога. Она где-то рядом крутится до сих пор около вас. Либо энергия от нее, либо энергия. Она свою жизнь прожила не так уж и счастливо. По этим картам. В дорогах дальних, далеких, не знаю, там близких, ну так, постоянно куда-то что-то, но она в своем доме больше. Но беготни, да, она бегает, 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 это ее. Но хочет быть сильной, показать себя сильной, но очень хочет, чтобы они вечно заботились. Она либо вдова, либо действительно при людях рядом родственники, может быть, и муж у нее есть, может быть, жених, не знаю, но мама его, другая женщина какая-то, тетя или кто-то еще, но она раздраженная, она среди людей, но она их никогда не ценила и ценить не будет. Вот такое впечатление, что реально она вдова от всего этого. Вдова. Вдова жизни, вдова семейных отношений. Хотя, говорю, с другой стороны, она может быть и не одна. Но развитие, рост, полученные знания, они во благо не пошли. Хотя она этого хотела, но не пошло ничего. Жизнь не сложилась. Она злится. Она либо ее душа. Ты делала магию. Ты делала магию. Карты тяжелые. Шабаш, да, она делала магию. Шабаш, бесплодие, крест, женщина на вас. Но у вас идет борьба с ней всегда. У вас ангелы-защитники очень сильные, хорошие, для очищения вашей жизни. У вас ангелы-защитники хорошие, и идет борьба всю жизнь. Отторжение, вечное отторжение. Но она делала вам на одиночество, бесплодие карта тоже одиночество, и крест, чтобы этот крест давил. Да, эта женщина делала вам магию. У вас защита, я говорю. Вот я сказала по борьбе, по вот саду карта. Тут сразу же идет и защита. У вас есть защита. Она не ожидала. Она не ожидала. Хорошо, я ее вам сейчас опишу. Скорее всего, это его мама. Скорее всего. Единственное, могу сказать, 10%, так как расклад общий, это может быть его первая жена, или она жена, а вы любимая женщина, допустим, да. Дочка вряд ли. Вряд ли. Если только она не взрослая, и он не старше вас в 2 раза. Этот мужчина, вот. Дочка вряд ли. Это его мама. Либо какая-то другая женщина, которая хочет, хотела и будет хотеть быть с ним, да. Все, я не вижу больше. Ну, тетка, если только ей надо было что-то из его имущества, или чтобы он ей деньги приносил. Это корысть больше. А так это его мама или другая женщина, говорю. Вот.
Но смотрите, она не сильно так уж высокая, нет. Она подкрашивала волосы, потому что у нее седина очень рано на голове появилась. Эта женщина, ну такая, у нее либо сутулость есть, либо она любит ходить сутулиной чуть-чуть. Пытается выпрямиться, но хочет, конечно, показать себя ого-го, но у нее либо холка, либо сутулость есть. Чуть-чуть. Вот, потом вижу ее всегда улыбающейся, но прищуренные глаза, в них чувствуется жестокость, жесткость. Потом у нее некрасивый смех. У нее некрасивый смех. Как бы она ни смеялась, даже если искренне, некрасиво. Уши сворачиваются в трубочку, можно и так сказать. Вот. Потом она делала такие магию, да. Я вижу, она была в вашей комнате с этим мужчиной, либо с этим мужчиной, где вы были, в вашей комнате. Либо пока вас дома не было, она заходила, либо просто пришла в гости и что-то говорила. Может быть, в окно заглядывала с улицы, в вашу комнату. Магия была. Но у вас защита хорошая. И да, если делалась магия, вы страдали. Вы страдали. Но вы не испытали всю ту реально сильную боль, которую она хотела вам причинить. Здесь крест выходит. Она хотела сделать вам одиночество, но бесплодие, просто вот чтобы вот делал отшельник, да, вот отшельник, чтобы вы одиноки были и чтобы у вас не было детей. У нее не получилось. У вас есть дети. Если у вас, у кого, опять же, расклад общий, если у кого-то из вас нет детей, здесь немножко уже другое. Потому что вас защищали. Значит, она хотела вообще, чтобы вас не было. Вообще, чтобы вас не было. Здесь немножко это уже личный расклад. Я с общего в личный переходить не буду. Потому что я вижу по общему раскладу, что дети у вас есть. Или будут. Или будут. Те, которые будут вас любить. Или любят уже. Вот. Она заставляла вас как будто бы мысленно избавься от своего счастья в этой жизни. Вот такое вот было. Может быть, вы находили сухую траву в своем доме, может быть, в каком-то одеяле была булавочка, спонтанно никого нет, и вдруг булавка появилась. Может быть, когда вы заходили домой, под тряпочкой на пороге что-то было. Или заглядывала в окно и шептала. Магия была, но у вас есть сильная защита, и вы будете счастливы, вопреки всему. Обязательно. Вы княгиня своей жизни. Она черная дама, вы княгиня своей жизни. Она черная дама, вы княгиня. И здесь, да, идет защита и борьба. Такое вот. Давайте еще немножко посмотрим про вот этого короля. И, в принципе, да, могу и сейчас спросить у этих карт. Счастье ваше. Где заблудилась, а? Так, мужчина, ты справляешься? Скучно ему, солнце хочет, безденежье у него в жизни. Он жадный человек на счастье свое, огненный, интересный, вспыльчивый где-то. И да, он хочет свое счастье получить обратно, но кое-какие дороги у него уже закрыты.
Он очень хочет это солнце, но у него закрытые дороги. Поэтому смотрите, если вы реально хотите быть с ним, то вы сами придете к нему. И он откроет вам дверь. Но вам нужно быть, вот пройти через этот, очиститься от этого шабаша. Шабаш все-таки выходит. Вот выходит этот шабаш. Так что да, на вас было сделано. Смотрите, еще единственное, что если вы не верите в магию, то, может быть, карты воедино собрали сильную, давящую энергию. Это самовнушение, это внушение не само, а от другой женщины, это ее воспитание. Каким ты должен быть мужчиной, да, или же кто-то перетянул деньгами, денежками, там, деньгами, да, или чем-то еще на свою сторону, и он просто больно сделал вам. Может и такая энергия тоже присутствовать. Или, да, реально через шабаш магия. Но здесь у него дорожка к вам закрыта. Если хотите ее открыть, то тут идет эта карта освобождения от черного. Это значит, нужно пойти в церковь, поставить свечки за здравие и заказать молитву о снятии плохого. Вот. И защита, да, чтобы тоже была. Все. И тогда, да, он придет в вашу жизнь. Если он уже не нужен вам, ну, как бы ему дороги закрыты. Если вам не нужен, то у вас будет уже кто-то другой обязательно. Где ваше счастье потерялось? А ну, карты, расскажите. Вот он, свежий воздух. Человек-собачка, это друг, снятие душевных каких-то привязок. Здесь цепь на шее, здесь душевные муки, душевные привязки снимаются, исполняется желание, приходит друг. И такое вот яркое, свежее счастье в вашу жизнь. Тяжелая ноша уходит. Ой, ой, какая карта, а? Я же говорю, тяжелая ноша прям сдувается свежим ветерком. Сейчас я выложу и скажу вам. Тучи развеиваются и, ну, расходы, денежки идут. Ну. Сейчас увижу совместимость этих энергий. Почему ты тут вышел? Душевные муки, как цепь на шее. Тяжелая ноша к дьяволу уходит. Исполнение желаний развеивает тучи на небе. Успех денежный идет в вашу жизнь. Новый воздух. Сейчас. Ждите подарок. По работе исполнение. Крысы получают свое. Их скоробей уносят. Но в данном случае скоробей, он уходит под землю. Мужчина идет, который принесет... Ух ты! Воин. Луна. Открытие тайны и открытие себя и ваших отношений. Высшее Я, он очень сильно будет вас любить и просто наслаждаться, когда он вас видит. Знаете, для него будет неважно, как вы выглядите. В халатике домашнем или в шикарном платье, неважно. Он будет вас очень сильно любить, этот человек. Вот. Он очень сильно будет любить вас. И он как будто какую-то луну, какой-то затвор открывает. Это карта Луны, и это карта воина. Как будто он разрубает ваш темный момент жизненный. Темный жизненный момент. Он долго искал возможность быть счастливым. И он наконец-то вас увидит. Это вот как... Это карта воздержания, когда он больше никого не захочет в свою жизнь, а вас вот впустит и больше не отпустит. Вот по вот этой карте он вас впустит и больше не отпустит. Здесь подарок ждите. Какой-то подарок плохой. Он возвращается обраткой, но и будет подарок в сфере работы. Вот это еще ждите. Или денег.
по Скоробею, они рядом с крысами выпали, Скоробей больше как посланник вестей, которые, ну, тоже как он берет свое и уходит в землю, зарывается в землю, как будто бы вот уходит с вашего пути. Но и в то же время он светится тоже какими-то камешками подарков. Ну, вот такое вот. Точки развеиваются. Дьявол, ну, могу так еще сказать, дьявол получает свое, но это в обратку. Хотел получить здоровье, сейчас идет расчет. Вы как будто бы заплатили уже. Заплатили за то, что не должно быть в вашей жизни. И вы как будто рассчитались за что-то. Я не знаю, какими ситуациями, что вы пережили, но вы как будто бы за что-то рассчитались. И вот в вашу жизнь действительно идет душевное равновесие и очищение. И все, что вы пережили, оно уходит восвояси. Вот так скажу. На свои места. Все. Знаете, все было на зависть сделано, все было сделано на то, что вот у кого-то все хорошо, а я должна чувствовать, допустим, или должен чувствовать, да, вот что все хорошо. Поэтому человек, который лез в вашу жизнь, да, он сейчас будет получать по заслугам однозначно. Вот так. Многое что разбросало, как ветром в вашей жизни. Но вот карта, которая там выходила, вот этот воздух, это как все собирается наконец-то воедино. Все, что разбросано, все будет собираться. Но только то придет к вам теперь, что, от чего вы действительно будете счастливы. И да, на вас была магия. Вы выходите из лабиринта каких-то ситуаций. Да, выходите. И ждите человека интересного в вашу жизнь все-таки. Как я всегда говорю, выбор за вами. Но кое-что в этом раскладе я так почувствовала, что было для вас как подсказка. Вот была такая подсказочка. Вы нашли свой выход. Ну, на сегодня все. На сегодня все. Хочется еще сказать. Вот святая вода. Ну, святая вода — это тоже очень важно. И святой огонь, и святые места — это тоже важно. Вот если надо, очиститесь все-таки. Вот как будто бы, знаете, я что-то не договорила. Ну, исполнение желаний, очищение от святого, да. Здесь как вымести надо, что-то вымести, как зелье какое-то, но это выметается и самими ангелами тоже в вашей жизни. Кстати, от какой-то пагубной привычки нужно отказаться, если она у вас есть, если есть. Если нет, слава Богу, значит, не дошла до вас, как ведьма хотела. Угу. В вашем доме начинается построение нового, в работе тоже идет успех и удача. Звезды открывают новые ходы, новые возможности, новые благоприятные ситуации. Очень много будет у вас мыслей, которые будут материализовываться, скажу, но и кое-что, да, нужно будет подмести и выкинуть, потому что все в свое время будет обязательно. Вот, эта карта рядом подтверждение или расшифровка, ключ есть. А я еще остановилась. Зачем ты тут вышла? Душевные муки, да, как закрывает душевные муки. Думаю, неужели? Нет, следующая карта как завершение — это ключ. Ключ появляется, образно говоря, в вашей жизни, который снимет эти душевные муки. Если вы чего-то боитесь, вот, уже на пороге, что что-то откроется, и вы успокоитесь. Ну и мужчина, да, радость, любовь, святое что-то, важное что-то, оно как успокаивает вас, и вы больше начинаете радоваться душевно, а не мучиться. Вот он ключик. Ключик для снятия переживаний плохого и магии. Еще и вот метла. И зелье. Зелье как снимается метлой, и вот этим ключом. Все однозначно.
Не хотела эта женщина говорить. Если честно, в разброс карты были, но я собрала с них информацию. Процветание будет у вас, вы деньги обратно получите. Вы потеряли деньги. У вас и на деньги, да, пустые. Пустота. Это опустошение, как что-то такое было. Кстати, давайте сделаю расклад по поводу денег. Совет от Вселенной попросим, чтобы сделать исправление и притянуть удачу. Давайте следующий расклад я попробую такой сделать. Призову силы, чтобы подсказали, да, чтобы совет от Вселенной был. Ну, чтобы притянуть свою удачу, потому что у вас было потери в финансах и финансовом потоке. Такое было. Может быть, сейчас уже лучше стало, но хочется вернуть действительно вот все ваше, чтобы оно действительно вот вернулось. Джокер. Вы уже не попадаете, знаете, как время прошло для манипуляций. Вот. И да, этот Джокер говорит, магическое воздействие было. Оно было. Такого, знаете, как тут написано, реально написано, магическое действие характера. Какого деструктивного? Деструктивного характера. Ну, в общем, по раскладу. Все колоды ты выскочила. Но здесь время пришло тебе получать обраточку. Да, вы какое-то время не управляли событиями. Вестник интересных событий. Бумажное подтверждение, какую-то смс-ку получите или печать на бумагу, или какую-то новую возможность. И встреча с человеком, который действительно просто откроет вам вашу жизнь. Магия уходит, магия будет расплачиваться, пожинать плоды и получать на сердце, на душу свое. Все. На сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. И да, иногда пишите в комментариях, там, что вы чувствуете. Если хотите, конечно, пишите, потому что мне тоже очень интересно, что вы чувствуете вот в раскладе. Есть ли что-то ваше? Есть ли подсказочка для вас, да? Такое. Ну вот такое. Читала ваши комментарии. Хочу сейчас еще немножко сказать, кто остался со мной. Может, как раз вы и услышите свое, да? Такие комментарии, что вот кто-то из вас хочет вот именно личное, что вот что было с тем-то человеком, а что будет здесь, а куда мне дальше идти там, или менять ли работу, а поехать ли. Личные не могу делать, но если энергии, да, я всегда призываю энергии, если энергии решат, что вам нужно это знать, то они будут вас звать к этому раскладу. И карты тоже будут вытягивать, вот, чтобы они подсказали вам. Если кое-что для вас не проговаривается, а вы очень спрашивали, значит не время. Бывает и так, и надо и так. И поэтому и говорю, расклады можно смотреть хоть каждый день, потому что то, что надо, оно вам откроется. То, что пока еще рано, значит откроется попозже. Вот серьезно, нельзя все сразу, нельзя. Потому что кое-какие ситуации могут открыться сейчас вдруг и очень многое изменить. И изменить не всегда в лучшую сторону. Не всегда. А хочется-то в лучшую сторону, чтобы менялось. Поэтому все в свое время. Я еще об этом расскажу. Все, теперь точно все. Счастья вам преогромного. Оно обязательно будет в вашей жизни. Обязательно. Увидимся, услышимся, на связи. Все.